Добрый день, меня зовут Наталья, и сегодня я вам хочу показать, как слепить вот такой вот цикламен. Они бывают разных цветов, вот у меня сиреневый еще. Мы сегодня с вами будем лепить розовый. Лепить будем из глины Modern Clay. Для этого берем глину. Я уже маленький кусочек взяла. Красить я буду вот такой вот краской. У меня розовая темная фирмы Лагода. Или Ладога. Нам нужно будет совсем чуть-чуть. Чтобы получить такой нежный розовый цвет. Так, раскатываю я на пастомашине. Для того, чтобы у нас не прилипала глинка, можно немножко рабочую поверхность смазать кремом. У меня Nivea жирный крем. Снимаем нашу глинку. Для одного цветка нам понадобится 6 лепестков. У меня самодельные каттеры. Они сделаны из металлической ленты. Я их делаю сама. Честно говоря, вот при каждом цветке делаю каттер и не сохраняю его. Вот. И на каждый цветок делаю новый. Так, 4, 5 и последний у нас 6. Убираем глинку. И снимаем наши лепестки. Даем им немножечко подсохнуть на бумаге. Вот так. Теперь нам нужно сделать ствол. Для этого я беру проволоку. На конце делаю петельку. В данном случае я не думаю, что нужна здесь петелька, но мне как-то спокойнее, когда она там есть. Немножечко в глину замешиваем коричневой краски. Совсем чуть-чуть, чтобы оно потом потемнеет. Хотя у живых цикламенов все-таки более темный такой коричневый. Так, немножечко размяли глинку. И практически с конца начинаем вот так вот растягивать. Растягиваем, растягиваем. Смотря какой высоты вы хотите, чтобы был стебель. Я думаю, здесь достаточно. Я предпочитаю клеем не мазать проволоку. Не знаю, правильно, неправильно, меня это устраивает. И теперь на руках, на ладошках мы можем раскатать. Если есть какие-то заломы, получится, можно, допустим, немножечко замыть водой. Все. Так. Теперь вот у цикламена здесь есть вот такая вот
штука, на которую лепятся лепесточки. Для этого мы берем вот такой вот шарик, катаем его. Здесь клей. Берем немного клея на саму-саму основу петельки и одеваем этот шарик. Здесь главное вот эти вот переходы нам немножечко можно водичкой замыть, можно прокатать. У меня вот такой стек с шариками. И вот здесь мы делаем углубление, куда, собственно говоря, будут крепиться потом в дальнейшем лепесточки наши. Все, основа у нас готова. Теперь можно немножечко, чтобы она подсохла. Я заранее подготовила еще одну такую же. Это мы отправим высыхать. Работаем дальше с вот этой. Так как у нас они изогнутые, мы берем и просто загибаем вот так вот. Делаем форму нашего стебля. Все, теперь приступаем к нашим листочкам, лепесткам. У меня есть замечательный вайнер цикламена. У кого его нет, можно подобрать любую фактуру. Вот видите, здесь характерны полоски. У меня, допустим, раньше я делала, вот у меня самодельный молд, который заливается эпоксидной смолой. Вообще это отпечаток кукурузы, листа. Вот. Ну, так как у меня есть такой вайнер, то, конечно, я воспользуюсь им. Все, прижимаем. И вот у нас получается такая нежная фактура. Вообще у живых цикламенов, в принципе, ровные лепестки. Но мне как-то хочется немножко их оживить. И поэтому сейчас я отфактурю и покажу вам, что делаю. И еще два. И все. Мне нравятся вайнеры более мягкие. Кто-то нравится более жесткие. Мне кажется, это кому как, кто как привык. Все. Теперь я беру обыкновенную зубочистку и прохожусь немножечко вот по краю. Такие легкие волны делаю. Можно делать и без них, но если делать без этих волн, тогда нужно немножечко просто истончить край лепестка. То есть, когда вот вы вырежете катером, снова положить в файл или в пленку для раскатки и немножко вот пройтись по этому краю. Немножко истончить. Так. Чуть-чуть фактуру это не теряет. Здесь зубочистка придает еще небольшую фактуру. Последний лепесточек. Все, теперь смотрим, как мы клеим. Берем клей. Так, у меня застыл. Хорошо. Возьмем отсюда. И теперь краешек лепесточка мы макаем в клей. Вот. И вклеиваем вот сюда. Дополнительно стеком я прижимаю.
Так как их 6, вот мы клеим 3, и в шахматном порядке еще 3. И последний. Все. И вот в таком положении мы высушиваем наш цветочек. Вот так вот. Чтобы потом, когда он высох, он у нас имел вот такую вот форму. Здесь еще можно будет немножко его тонировать. Вот это вот. Я предпочитаю использовать вот такую краску для тонировки. Тонирую без масла. Ой, без разбавителя. Без масла сказала. Так. Сейчас, если успею, покажу вам. Вот просто на кончик кисточки. Слегка чуть-чуть, без разбавителя. И проходимся вот так. От основания. И каждый лепесточек. Сейчас глина очень сырая, поэтому не очень удобно тонировать. Уже как высохнет, я тогда дотонирую, потому что немножко неудобно, слишком сырой. И немножечко вот потом растягиваем по самим лепесткам. Это вот что касается тонировки. Также из нашей коричневой мы делаем небольшой